Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу, как буду делать вот такой замечательный подвес. Как сделать переднюю стенку я показывала в предыдущем видео, а как сделать заднюю и оформить полностью готовое изделие я покажу в этом видео. Долго тянуть не буду, приступаем. Я подготовила черный фетр 1 мм и на нем буду работать. Далее вот такой шаблон, квадрат со стороной 4 сантиметра. Обвожу его не близко к краю. Разметку делаю самой обычной гелевой ручкой белого цвета. Далее вырезаю, делаю это обязательно с запасом. Беру еще вот такую линеечку, здесь у меня есть отметка 0,5 сантиметра, по ней буду ориентироваться. Прикладываю вот так от одного уголочка к другому и просто провожу линию. Далее от этой линии я откладываю 0,5 и провожу следующую. Снова 0,5 и рисую еще одну. Так делаю сначала в одну сторону, затем в другую. Когда получилось вот так, я рисую еще раз центральную линию от одного уголка к другому. И точно так же продолжаю на 0,5 сантиметров в одну и в другую сторону. Вот так у меня получилось. Здесь у меня произошла ошибка. Но так как это изнаночная сторона, она мне никак не влияет. Просто буду внимательна. Вот такими иглами я работаю. Это бисерные японские иглы. Также пришивать можно либо мононитью, либо любой крепкой ниткой. Я использую вот такие. Бисер я буду использовать одного цвета, и он у меня присутствует на передней заготовке. Далее беру фетр. Начинать можно с любой полосочки. Я люблю с центральной, именно с самого угла. Завожу с изнанки на лицо. Беру бисеринку и пришиваю. Вот так. Далее с изнаночной стороны я ориентируюсь на пересечение линий. Вкалываю иголочкой, снова беру бисеринку, снова пришиваю. Далее снова пересечение с изнаночной стороны и на лице пришиваю. Так продолжаю делать по всей линии. Когда первый ряд я закончила, я перехожу на второй и снова я ориентируюсь на пересечение линий. Вот так вкалываю и продолжаю пришивать. Вот такой результат у меня получился. Смотрите, ничего не стянула, все просто идеально. Вот так выглядит изнанка. И теперь у меня, когда готово две заготовки, я приступаю уже к изготовлению самого изделия. Для этого мне нужно еще два шаблона. В качестве шаблона я использую вот такие папки. Они достаточно плотные. В принципе, неважно, никакого нет цвета, но вот главное плотность. И по шаблону я делаю два квадрата. Вот такие они получились, но они должны быть на 1-2 миллиметра меньше самой заготовки. Также нужен будет клей. У меня момент гель прозрачный, но можно взять и другой. Беру заготовку, примеряю шаблон, смотрю, все ли хорошо, подходит ли у меня там по размеру, ничего ли я не перепутала. И если все хорошо, наношу клей. После того, как я вот так приклеила, я даю ему подсохнуть буквально минут 10, потому что до полного высыхания этому клею нужно 72 часа. Ну, достаточно будет подождать совсем немного и можно продолжать работать. Если вы используете горячий клей, просто дайте ему остыть. И вот вы уже видите, что я наношу на вторую заготовку клей и точно так же приклеиваю. Даю подсохнуть и продолжаю работать. На этом этапе я срезаю лишнее. Я обычно оставляю 1-2 миллиметра, это уже в готовом виде, то есть чтобы обработать край. Но когда вот на этом этапе я срезаю, у меня где-то 4-5 миллиметров. Далее с лицевой стороны я вот так вот уже выравниваю. Ну, мне кажется, так надежнее и как минимум мне так удобно.
Далее я беру вот так, примеряю, смотрю, чтобы они были полностью одинаковые. Если что-то мешает, что-то где-то больше-меньше, я все выравниваю. На этом этапе я пользуюсь всё тем же клеем, наношу его на одну из сторон, но прежде чем их между собой склеить, я беру шнур и делаю из него петельку. У меня он достаточно упругий, и поэтому я беру иголку и буквально несколькими стежками я его вот так сшиваю, для того, чтобы петелька никуда не делась, то есть она не будет раскрываться. Теперь прикладываю вот так на уголок. Обязательно проверяю, чтобы все было ровно. Смотрите, как с изнаночной, так и с лицевой стороны. Вот так поправляю. И затем склеиваю две эти детали. Клей у меня подсох, и сейчас я беру ножнички и уже максимально выравниваю полностью все срезы. И мне остается обработать край. Для этого я буду использовать вот такой черный чешский бисер. Способ обработки данного подвеса я выбрала один из самых популярных, и многие его знают. Но если вы не знаете, каким образом это делается, то у меня есть отдельное подробное видео, в котором я показываю 4 разных способа обработки края изделия. В данном случае я использую первый способ, который показан в моем видео. Очень мне нравится в этом способе именно концовка. Посмотрите, вот та первая бисеринка, которая у меня осталась. Вот так я все бисеринки заводила снизу вверх, а эту сверху. Вот так вывожу иголочку куда-нибудь в бок. И смотрите, вот такое соединение, я думаю, видно, да? Вот, смотрите. Вообще не видно, где я начинала, где заканчивала. Именно этим мне и нравится этот способ. Ну и далее я вот так вывожу дальше иголочку, делаю там узелок и прячу ниточку. Также хочу сказать, что если у меня остаются вот такие следы от разметки, от ручки гелевой, я беру самую обычную влажную салфетку, можно на палец, можно вот так на что-нибудь удобное и просто вытираю. Смотрите, вот здесь, сейчас я буду показывать другую сторону, там вот прям очень видно. Вот так, смотрите, видно. И все прекрасно убирается. Ничего не остается. Не остается совсем немного. Я продеваю цепочку. У меня она 15 сантиметров. Вот так. И закрываю кольцо. Тут немного я аккуратно это делаю, потому что клей все-таки еще не высох. И чтобы просто эту петельку не выдернуть. Хотя я ее там еще и прошила. Вот так закрываю. Все. Мой подвес полностью готов. Применения у такого подвеса очень много, как минимум 2 я обязательно чуть позже покажу в этом видео, но также знаю, что многие, кто у меня их покупает, просят заменить саму цепочку и носят как украшение на свитер или на пальто, в общем, все что угодно. Сейчас хочу показать размеры. Смотрите, квадрат у меня получился в готовом виде 4,5 сантиметра. Ну, то есть 4,5 на 4,5. И полностью вот размер подвеса 13 сантиметров. Также можно сделать такой брелок, тоже будет красиво. Ну а сейчас вы видите наглядное применение как украшение в машину и также на сумке. Вот обратная сторона. Мастер-класс, который вы только что посмотрели, был записан мной и опубликован на моем втором канале 17 октября 2021 года. Так как на сегодняшний день я занимаюсь тем, что переделываю тот канал, и эти видео на нем уже давно недоступны, то по возможности я их перемонтирую, адаптирую под этот канал, и все они будут доступны здесь.
На моем канале очень много видео, мастер-классов по шитью, вязанию, также вышивке, расшивке. Если вас интересует тема рукоделия, то вам точно на мой канал. Но на этом видео подошло к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.